Кенгуру – это привлекательные сильные животные, которые живут только на австралийском континенте. Поскольку жилища людей стали занимать все больше места и все больше вторгаться в среду обитания кенгуру, поэтому человек может регулярно вступать с ними в контакт. Кенгуру в основном послушны, но могут быть непредсказуемыми, когда они почувствуют угрозу. Риск нападения кенгуру на человека очень низок. Ежегодно только в штате Южный Новый Уэльс к врачам обращается несколько тысяч человек из-за травм, причиненных домашними животными, в то время как из-за травм, нанесенных кенгуру, обращается менее 5 человек. Самый большой риск таких нападений, как вы уже понимаете, в районах, где люди изменили естественную среду обитания и модель кормления кенгуру. Кенгуру нападает на человека и действует так же, как будто перед ним другой кенгуру. Он может цепиться и бороться своими передними лапами или бить задними, оперевшись на хвост. В результате чего травмы могут быть очень серьезными, особенно если вам достанется от его задних лап. Людям следует избегать конфликта с кенгуру, что жизненно важно. Так нападали ли когда-нибудь кенгуру на людей? А может, даже убивали? Да, нападали, но не убивали. Нет ни одной подтвержденной смерти человека, наступившей в результате нападения кенгуру. В 2018 году власти Австралии обратили внимание на участившиеся нападения кенгуру на людей вблизи Сиднея. Специалисты сообщили, что это связано с тем, что туристы стали чаще их подкармливать, тем самым вызвав изменения в их поведении. Животные быстро привыкали к такой кормежке, и при приближении людей уже требовали, чтобы их кормили. Если этого не происходило, то с большей вероятностью происходило нападение. В результате люди получали рваные раны. Кроме того, власти Австралии не рекомендуют подходить к кенгуру, которые выглядят как раненые или мертвые. Так, в сентябре 2018 года Билли Виклс заметил кенгуру, которого он принял за мертвого, и решил проверить его и его сумку, посчитав, что там мог остаться детеныш. В результате кенгуру своими когтями полоснул его по глазам, причинив разрыв кожи и связок. После операции и реабилитации Билли вернулся к своей работе через 2 недели. Часто причиной нападения служит собака, которая слишком близко подходит к животному. Подобное произошло 19 ноября 2019 года с женщиной по имени Дина. Ее собака заметила кенгуру и побежала к нему, чтобы поиграть. Женщина решила забрать собаку, и в этот момент сумчатая со спины напала на нее и повалила на землю. После получения серии ударов ногами она решила притвориться мертвой, и это сработало. Прохожие помогли ей подняться и остановить кровь до приезда скорой. В результате на ее лицо было наложено 25 швов, и она чуть не потеряла зрение. Во время другого инцидента Энтони Гилл со своей 4-летней дочерью во время прогулки отпустили собак погулять. В результате они погнались за кенгуру, который, поняв, что ему не дается убежать, зашел по пояс в большую лужу и стал обороняться. На видео видно, что животное хватает собаку и погружает ее голову под воду, не позволяя приблизиться к себе. Так кенгуру делала несколько раз. В это время хозяин ничего не делал, а его дочь смеялась, что и разозлило многих людей, посмотревших этот ролик. Один комментатор назвал владельца собаки абсолютным идиотом, а пользователь Юлиана написала: «Положите камеру и контролируйте ваше животное. Кенгуру просто пытается защитить себя». Очень похожая ситуация была широко освещена в 2009 году, когда австралиец и его собака потревожили спящего кенгуру неподалеку от Мельбурна. Собака опять же оказалась агрессором, погнала за животным и загнала его в пруд. Кенгуру удалось действительно получить контроль над своим противником. Он держал собаку под водой и одновременно дрался, отсекая задними лапами владельца собаки. Кенгуру освободил свой захват после того, как мужчине удалось добраться до его горла. Мужчина был госпитализован с множественными ранами на груди, животе и руках. И еще одно достаточно широко обсуждаемое нападение произошло в 2016 году, и также не без участия собаки. 34-летний Грейг Тонкинс был частью большой команды людей, которые пошли на охоту, в попытке помочь Кайлу, больным раком, поймать дикого кабана. Охота в конечном счете оказалась успешной. Молодому человеку удалось убить своего дикого кабана, но он не смог побороть свою болезнь и умер в том же году. Охота проходила с участием специально обученных собак, грудь которых была защищена материалом от клыков кабана. Так или иначе, собаки погнались за кенгуру и окружили его. Дикому животному удалось поймать одну из собак и безопасно для себя удерживать, попутно отбиваясь от других лающих собак. Грейг был знаком с кенгуру и знал, что подобных встреч стоит избегать.
Ничего другого, как сразиться с кенгуру, он не придумал. Правда, сделал это быстро и эффективно. Он стал боксировать со взрослым кенгуру, что можно увидеть во многих фильмах, где кенгуру показывают как способных боксеров. При приближении мужчины кенгуру сразу отпустил собаку, поскольку увидел в человеке большую угрозу. Встав в боксерскую позу, они начали боксировать. Одного удара было достаточно. Грейг стал звать собак к себе и удалился. Кенгуру, также поняв, что угрозы больше нет, спокойно убежал. Этот случай много обсуждали. Некоторые осудили мужчину за удар по голове. Другие, наоборот, радовались, что в реальности увидели боксерский поединок человека и кенгуру. Вы также можете поделиться своим мнением под этим видео. Но вот в другом случае мужчина на себе узнал, что такое удар по челюсти, нанесенный кенгуру. Это произошло 13 февраля 2018 года с 19-летним Джошуа Хейден, который был на охоте со своим братом, когда они заметили 3 кенгуру. По данным СМИ, один из кенгуру исчез из поля зрения, и тогда Хейден высунулся из окна автомобиля, чтобы прицелиться и выстрелить в одного из оставшихся кенгуру. Как неожиданно один из них набросился на движущийся автомобиль и во время полета ногой ударил мужчину по челюсти. От удара парень на полминуты потерял сознание, и когда пришел в себя, то стал спорить со своим братом, что это он его ударил, но тот настаивал, что это сделал кенгуру. Медики установили, что в результате удара у него была сломана челюсть, и они провели операцию через 10 дней, пока не спала опухоль на лице. Еще один случай также может порадовать защитников животных, который произошел 2 марта 2017 года на озере Баттерс, южнее Сиднея. Водитель увидел одинокое кенгуру на проселочной дороге и решил преследовать его, подсвечивая дорогу и кенгуру фарами. Последовав за крупным животным около километра, кенгуру внезапно остановился посреди дороги и повернулся к машине. Он обнажил свою грудь и набросился на капот автомобиля. Кенгуру сделал несколько ударов по машине. Позже мужчина сообщил, что ему пришлось потратиться на ремонт капота. Также австралийским велосипедистам стоит чаще смотреть по сторонам, чем остальным, поскольку может сбить кенгуру. Один такой случай произошел 26 января 2018 года. Велосипедистом была Ребекка, которая в результате столкновения была отброшена со своим велосипедом в сторону и получила частичный вывих правого плеча. Видео столкновения было записано группой велосипедистов, которые ехали через юго-восток Квинсленда. Кенгуру неожиданно появился с правой стороны дороги и сбил Ребекку. Животному чудом удалось приземлиться на ноги, после чего он быстро ускакал. 2 других велосипедиста оказали женщине помощь, пока не приехали медики. В тот же день она была выписана из больницы со швами на колене и перевязанной правой рукой. На плече также остались травмы от столкновения с кенгуру. Стоит отметить, что кенгуру редко нападает на людей, и это происходит в крайних случаях. По большей части это связано с желанием покормить их, охотой и когда собаки решают погнаться за животным. Благодаря своим сильным задним конечностям, кенгуру могут с легкостью распотрошить человеку живот, поскольку при ударе кенгуру становится на хвост, опираясь на него как на 3-ю ногу, и обеими ногами ударяет по противнику. Это очень сильное и выносливое животное, которое стоит обходить стороной. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.